Друзья, всем привет! Итальянская волейбольная суперлига вновь возвращается на наши экраны. Прошел всего лишь второй тур этого чемпионата, а уже сколько интересных матчей он нам подарил. Про все самое интересное, что происходило в минувшие выходные, мы сейчас и поговорим. Но перед тем как мы начнем, хотел бы поделиться с вами хорошей новостью. Поскольку мне так и не удалось залить обзор на первый сезон аниме волейбол на YouTube, а показать вам его хочется, то я решил завести страничку на Boosty, где будет появляться много эксклюзивного контента. Полные записи матчей волейбола от первого лица, технические записи матчей чемпионата Италии, записи игр с моими комментариями и еще много чего другого. Так что если вы хотите поддержать канал, а также получить доступ к эксклюзивному контенту, то жду вас на своей страничке Boosty. Ссылка будет в описании. Игровой уикенд открывало интересное противостояние между Монцей и Миланом. Обе команды очень скромно начали сезон, но Монца уступила в гостях Перуджио, а вот Милан проиграл дома Цистерне. Не знаю, у кого в этот вечер было больше мотивации, но гости выглядели чуть увереннее своего соперника. По крайней мере, так было до подачи Влада Девескивы, где все перевернулось с ног на голову. И достаточно неожиданно хозяева в опорной борьбе забирают первый сет себе. И на фоне эмоционального психологического подъема Монца уверенно начала и сет под номером 2. Хозяева самоотверженно бились в защите и на блоке, так что игрокам Милана приходилось придумывать что-то необычное. Хотя также могла помочь и обычная, в кавычках, подача. Обретенная уверенность позволила Милану вновь завладеть инициативой на экваторе игрового отрезка. Но импульс заданной подачи белорусского доигровщика вновь повел его команду вперед, что позволило Монце повторить исход первого сета 25-23. Все готовило нас к тому, что в третьем игровом отрезке матч завершится. Особенно на фоне того, что наконец-то разыгрался Георг Грозер, который был не так заметен ранее. Но Милан произвел замену, которая кардинально изменила судьбу этого поединка. Роберто Пьяцца, наоборот, не угадал с перестановками, и теперь уже его команда вынуждена была отыгрываться. Только как это было сделать, пока Мальгареха был в огне? Это тот самый доигровщик, что вышел на замену. И пока болельщики Монцы бронировали столик в ресторане, чтобы отметить победу своей команды, гости решили, что им торопиться не стоит. Игроки Милана воспряли духом, а особенно это сказалось на Юки Ишикаве и его подаче. А вот Грозеру приходилось очень нелегко. Мальгареха серьезно подпортил жизнь немцу. И теперь уже для хозяев положение выглядело плачевным и без шансов на спасение. Но дядя Жора собрал последние силы в кулак и помог Монце отыграть большое отставание. Диагональному не хотелось затягивать с победой, и он был готов сделать все, чтобы ее достичь. Но, к сожалению, для него и всей его команды сет вновь заканчивается на ошибке связующего. Нас ждал тайбрейк. Хозяева не отчаивались и сразу же постарались захватить инициативу. Но, во-первых, Монце не хватает более мастеровитого и стабильного связующего. А во-вторых, отлично сработала обратная замена. Эбодипур преобразил игру Милана. Что привело гостей к неожиданной, но все-таки заслуженной победе. Если сравнивать с прошлым сезоном, то обе команды стали чуть слабее. Монца пока выглядит хуже на позиции связующего, да и Мар пока хуже смотрится, чем Джаворонок. Канадец чересчур аккуратен в атаке. Любой неудобный мяч он просто дарит сопернику, что достаточно странно для позиции доигровщика. Милану уже не хватает гибкости на позиции диагонального. После ухода Романа Патри теперь некому подстраховать, а молодой пуэрториканец на данном этапе заслужил лишь выходить на усиление блока. А в те моменты, когда у француза игра не шла, Милану приходилось очень тяжело. Но, как я уже отмечал ранее, все сперва решила замена Эбодипура на Мальгареха. Кубинец стал ультимативной движущей силой Милана и смог перевернуть уже по сути проигранный матч. За два неполных сета кубинец набрал 18 очков. А как только что-то в игре молодого доигровщика пошло не так, то на площадку вернулся Милат и также внес весомый вклад в победу своей команды. Запись этого захватывающего матча с моими комментариями вы уже можете посмотреть на Boosty. А самым результативным игроком матча стал Георг Грозер, которому не хватило всего 2 балла до отметки в 30 очков. Статистика остальных игроков будет на ваших экранах. Вечером субботы нас ждал еще один прекрасный поединок, где сошлись Верона и Трентино. После победы над Пиченце в первом туре всем очень хотелось узнать, а смогут ли хозяева удивить итальянскую публику и в этот раз.
И несмотря на тяжелое начало игры, игроки Вероны вновь смогли сделать это. Подопечному Растины Стойчего удалось ликвидировать трехочковое отставание ближе к концовке сета. Но Трентино все же хватило опыта, чтобы суметь победить в этом игровом отрезке. Самым активным у Трентино во втором сете был Даниэль Лавия. Итальянец особенно был хорош в тех расстановках, где он атаковал как обычный доигровщик. А вот в зонах, привычных для диагонального, Даниэль был не так продуктивен. У Вероны однозначным лидером был огромный россиянин Максим Сапожков. Диагональный доминировал в этом матче в любом элементе, что был связан с набором очков. Он уступал лишь в качестве главного заводила команды. Тут солировал Рок Можич, который и закрыл эйсом второй сет. Казийский и Микелетто долгое время не замечали в Италии сопротивления блока, но похоже, что блокирующие Вероны в этом году всем зададут жару. Но все, что не получалось забить Александр на передней линии, он наверстывал, выходя за лицевую линию. Матей был чуть более эффективен в нападении, но вот с подачей у болгарина были проблемы. А Сапожков был хорош в абсолютно всех своих начинаниях. Хозяева были настолько заряжены, что даже подача Микелетто не смогла остановить их напор. В итоге, как буря, они сносят гостей в концовке третьего сета и забирают его себе. Любой игрок Вероны был готов биться за каждый мяч. Это точно не обещало Трентино легкой жизни. Но в тонусе были не только игроки, но и тренер. Стойчев в этом эпизоде разглядел заступу с Бертоли и заработал своей команде очко. Срач Карасинец был аккуратней, так что на его подаче Трентино удалось набрать 4 очка подряд и вырваться вперед. Но огромная стена, что регулярно появлялась над сеткой, раз за разом успокаивала самых буйных соперников. Анджело Рензетти пошел ва-банк, выпустил Нелли на подачу в самый ответственный момент. Диагональный заработал очко, но после этого его вернули на скамейку, что сложно было назвать выигрышным решением. Хотя даже это не помешало гостям сравнять счет в матче и дойти до пятого сета. Тайбрейк — это своего рода лотерея, так что прогнозы на исход матча было делать нереально. А если вы любите делать прогнозы, то залетайте на сайт моего партнера 1x. Чтобы вам проще было сделать выбор, зарегистрировавшись по ссылке в закрепленном комментарии, вы можете получить бонус к первому депозиту до 32,5 тысяч рублей. Не стесняемся, кликаем, регистрируемся, получаем прекрасный бонус. В этой ситуации я бы поставил на Верону. Эти парни выглядели очень мощно на старте решающего сета. Но неожиданно в дело вмешивается подача Лавии и Казийский, которая за всю игру ничем и не запомнилась. С Бертоли своей подачей мог максимально приблизить гостей к победе, но Микелетто не забивает сложнейшую атаку, чем с удовольствием воспользовался Сапожков. Интрига и здесь решила жить до последнего. Команды так и не вывели победителя за стандартный лимит очков. Гости много ошибались на подаче в концовке, а хозяева были рады таким подаркам. Если так пойдет, то Року Можичу в этом сезоне придется уступить звание лучшего бомбардира Максиму Сапожкову. По крайней мере, он уже вышел на первое место в этом списке после 2 сыгранных туров. Можич также был великолепен в плане набора очков, но у доигровщика есть еще и другие функции, например прием, а тут словенец явно был слабым звеном у своей команды. Возможно, им мог стать Кейта, но его достаточно быстро усадили на скамейку. Явно не за этим приезжал в Италию малийский монстр, но если у него все в порядке с трудовой этикой, то привыкнув к новой позиции, он будет играть больше, потому что Перин, кроме приема, пока ничем команде помочь не в состоянии. Впервые за долгое время мне удалось увидеть блокирующего, который смог бы напугать Матея Казийский. Встретив ожесточенное сопротивление от Сапожкова, болгарин демонстрировал не самую привычную для себя игру. А с учетом, какую загрузку доигровщик получал в атаке, то от него очень много зависело в этом поединке. Несмотря на победу в первом матче, Стойчев все равно заменил связующего. И если первый сет Рафаэль долго пытался найти нужную передачу, то затем эта проверенная бразильская машина задала нужный ритм атакам Вероны. Самым жденным игроком встречи стал Максим Сапожков и его 39 очков. Статистика остальных участников матча по традиции на ваших экранах. В прошлом сезоне лидерство в чемпионате захватили Монца и Пьяченца. Пусть это и было неожиданно, но шоком ни для кого не стало. А вот промежуточное лидерство Цистерны выглядит пугающе, потому что вслед за Миланом они также не оставили шансов и Таранто. Высокая эффективность в атаке и безупречная работа на блоке сделали свое дело. Хорватский диагональный Цистерны Петер Дрелич стал самым результативным игроком матча, заработав 24 очка. Остальная статистика будет на ваших экранах.
На первое место могла претендовать и Перуджа, но несмотря на уверенную игру, один сет они все-таки синие проиграли. 6 очков, заработанной подачей Немании Петрича, позволили хозяевам сравнять счет в матче. Больше им не позволили добиться усилия обновленного Вильфреда Леона и мотивированного Олега Плотницкого. Перуджа забирает себе 3 очка. Самым результативным игроком матча стал Вильфред Леон. Доигровщик набрал 21 очко. Вся остальная статистика по традиции на ваших экранах. В погоне за первой победой в сезоне сошлись Модена и Пьяченца. В своих первых матчах сезона обе команды уступили на тайбрейке. За счет внушительной серии подач от Адизи Лагумзии Модена стала чуть ближе к этой цели. Потому что первый сет ушел в копилочку к хозяевам 25-21. Во втором игровом отрезке интрига умерла еще к его середине. Из-за того, что нападающие хозяев не могли набрать очков, Бруно уже сам решил заняться этим вопросом. Но этого было очень мало, гости неумолимо двигались к своему успеху. Второй сет закончился очень быстро, так что счет на табло снова стал равным. Зрители все так же продолжали ждать равной борьбы, очень хотелось какого-то шоу. И третий сет наконец-то нам его подарил, соперники долго не могли выявить лидера. Но на подаче Томаса Ринальди хозяева смогли создать себе небольшое преимущество в концовке. И этого оказалось достаточно для того, чтобы снова выйти вперед. Модена попыталась захватить инициативу и на старте четвертого сета. Но гости достаточно быстро смогли отыграть это неприятное отставание. Стоило Пьяченце сравнять счет, как тут же желтые пошли на очередной штурм крепости соперника. Получилось это у них довольно неплохо. 6 очков преимущества в концовке давали много гарантий. Несмотря на героические попытки камбэка от гостей, Модена все-таки добывает для себя первую победу в сезоне. Пьяченце продолжает находиться в ожидании Риккардо Лукарелли. Бризар в Риччини уже особо не верит. Об этом свидетельствует всего 5 передач за 4 игровых отрезка. Симона в этот раз не удалось эффективно использовать по причине плохого приема, так что кубинцу пришлось этим вечером отдуваться на подаче и на блоке. Романо и Лагумзия продемонстрировали практически идентичные показатели в статистике, но все же очки турецкого диагонального были более значимы для достижения результата, потому именно он и был признан лучшим игроком матча. Также он стал и самым результативным игроком. Адис набрал 21 очко, вся остальная статистика уже находится на ваших экранах. Подробнее хотелось бы рассказать про матч Лубыча-Витановой и Падовы, но, буду честен, было очень много дел, а после не смог наверстать упущенное. И чтобы совсем не затягивать с выходом обзора, достаточно кратко пробегусь по этому поединку. Луба в этом матче использовала схожую с Трентино схему, четкого диагонального не было, из первой зоны атаковало несколько человек. Зато на площадке появился Александр Николов, а в пятом сете успел поиграть даже Ян Террера. Но благодаря феноменальной игре от Рана Такахаши, Падова вслед за Моденой переигрывает и действующего чемпиона Италии, и вместе с Вероной пока являются главными ньюсмейкерами старта сезона. Японец и стал самым результативным игроком матча, записав себе в актив 22 очка. Статистика остальных игроков на ваших экранах. Предлагаю еще раз взглянуть на результаты второго тура итальянской мужской волейбольной суперлиги. Эти выходные были очень насыщенными. А вот и таблица, где вы также можете увидеть много чего интересного и необычного. В третьем туре снова будет масса захватывающих противостояний. Если вы хотите, чтобы я что-то из этого комментировал в прямом эфире, то пишите про это в комментариях. Если не сможете посмотреть матч в лайве, то я обязательно загружу его на Бусти. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.